В последние дни загадочные явления в небе становятся темой номер один везде, от семейных застолий до научных конференций. Видение странных светящихся объектов вызывает волну вопросов. Перед нами иллюзия, редкое атмосферное явление или, возможно, контакт с чем-то, что лежит за пределами нашего понимания. Показания очевидцев, начиная от простых жителей до профессиональных пилотов, убеждают. Происходит нечто, что заставляет переосмыслить привычную картину мира. Их рассказы о неизвестных летательных аппаратах вызывают настоящую бурю интереса и волнения. Приглашаю вас вместе погрузиться в тайны, происходящие над нашими головами. Будьте готовы. Впереди множество открытий и вопросов, ответ на которые изменит привычное восприятие мира. Самое интересное только начинается. Пассажир по имени Алекс оказался на борту рейса Singapore Airlines, летящего в направлении Сингапура. Во время снижения, когда панорамный вид под крылом самолета завораживал своей красотой, Алекс решил запечатлеть потрясающий пейзаж на видео. Но что-то необычное попало в его объектив. Нечто, чего он никоим образом не ожидал увидеть. В небе мелькал странный предмет. Металлический объект двигался с невероятной скоростью и по непостижимой траектории. Алекс поспешно перефокусировал камеру на это явление, записывая каждый миг на видео. Тем временем экипаж тоже заметил странный объект. Пилот информировал диспетчеров, затем спокойно, но решительно взял ситуацию под контроль. Он изменил курс, дабы избежать потенциальной угрозы, обеспечив безопасность всех на борту. Алекс почувствовал легкое напряжение в кабине. Пассажиры обсуждали свежие впечатления, не понимая истинного масштаба происходящего. Когда самолет коснулся земли, видео Алекса уже разлетелось по интернету, вызывая бесчисленные предположения и теории. Парень по имени Джеймс, недавно возвратившийся из командировки в Даллас, поделился поразительной историей. Находясь в самолете по пути домой, он заметил необычное движение в небе. Он поспешно достал телефон, чтобы снять загадочное событие, которое, как оказалось, шокировало многих. На записи отчетливо видно, как объект в форме диска стремительно перемещается над облаками. Его невероятная скорость казалась нарушающей все законы физики, оставляя за собой едва различимую светящуюся полосу. По прибытию в аэропорт Джеймс немедля разместил видео в интернете, после чего оно мигом стало вирусным. Обсуждения вспыхнули. Одни спорили о происхождении и природе объекта, скептики называли его графическим обманом, а сторонники паранормальных явлений увидели в этом подтверждение существования внеземного. Впечатляет то, что после появления видео другие пассажиры того рейса начали делиться своими наблюдениями. Это добавило деталей и помогло создать более полную картину этого необычного происшествия, привлекая к происходящему еще больше внимания и вопросительных взглядов. Возможно, в дальнейшем откроются новые любопытные нюансы этого феномена. Во время обычного коммерческого рейса из Лондона в Варшаву бортпроводница по имени Дениса Танис сделала шокирующую находку. В конце июня, когда самолет пересекал воздушное пространство Северной Европы, среди облаков неожиданно появился яркий фиолетовый объект. Дениса тут же схватила свой смартфон и начала снимать странное явление. Объект, переливаясь загадочными оттенками, двигался с невероятной скоростью, совершая маневры, которые казались невозможными для человеческой техники. Как только видео было записано, она поспешила поделиться увиденным с коллегами и пассажирами. Реакция на борту была смесью шока и восхищения. Одни утверждали, что это лишь игра света, другие уверенно говорили о визите инопланетян. Шум вскоре привлек внимание пилота, который принял решение сообщить о наблюдении в диспетчерскую службу. После посадки запись быстро разошлась по социальным сетям, вызывая широкий интерес и споры среди пользователей. Кто-то даже нашел сходство с недавними сообщениями о наблюдениях НЛО в других частях Европы. Несмотря на многочисленные теории и гипотезы, истинная природа фиолетового НЛО до сих пор остается нераскрытой, добавляя новую загадку в череду таинственных явлений на нашей планете. Во время очередного авиаперелета пассажир по имени Дэвид, заняв место у иллюминатора, решил отвлечься от утомительных мыслей, просто вглядываясь в голубое небо.
Но вскоре его внимание привлекло странное явление. Нечто необычное и мерцающее появилось вдалеке. Это неопознанный летающий объект. НЛО, переливающийся всеми цветами радуги, будто играющий с солнечными лучами. Наблюдая за движениями объекта, Дэвид поспешно достал телефон и начал записывать видео. НЛО менял форму, обретая то классическую тарелочную, то более причудливую, что лишь подогревало интерес. Оно, казалось, намеренно следовало за самолетом, но держалось на безопасном расстоянии. Внезапно странности только усилились. Объект неожиданно ускорился и, облетев самолет, исчез из виду, будто растворившись в воздухе. Пассажиры вокруг заметили замешательство Дэвида и начали спрашивать, что произошло и удалось ли ему запечатлеть происходящее на видео. Вернувшись домой, Дэвид загрузил запись на интернет-форум. Видео быстро разлетелось, вызвав бурные обсуждения и копируя теории относительно того, что же это было на самом деле. Что встретилось ему в небе, это тайна, которая и по сей день остается неразгаданной. Один из пассажиров рейса, вылетающего из аэропорта Глазго, стал свидетелем необъяснимого явления, когда самолет только-только набирал высоту. What? Происходящее началось вполне обычно. Легкий шум двигателей и плавный набор скорости. Однако вскоре пассажир заметил нечто странное. В иллюминаторе, в безграничной серости неба, будто из ниоткуда, появился овальный объект. Воодушевленный необычным зрелищем, пассажир не терял времени и достал телефон, чтобы запечатлеть это событие. На записи, которую он впоследствии разместил в социальных сетях, отчетливо виден предмет, тихо скользящий среди облаков. Он не излучал световых бликов и выглядел невообразимо инородно на фоне привычного пейзажа. Спустя короткое время после публикации видео достигло огромной популярности, быстро собрав тысячи просмотров. Интернет-пользователи начали делиться собственными теориями о таинственном объекте, от инопланетных кораблей до экспериментальной техники. Всего за 2 суток видео облетело весь мир, став горячей темой для обсуждения и вызывая настоящую бурю комментариев. Оно привлекло множество любопытных взглядов, от экспертов в области авиации до уфологов. Все они стремились разгадать природу этого явления. Некоторые люди выразили предположение, что это могло быть просто необычное отражение света на облаках или погодное явление. Bro, what are you talking about, man? Тем не менее, этот случай снова поднял вопрос: одиноки ли мы во Вселенной? В ясный вечер необычный свет над Канберрой привлек внимание нескольких очевидцев. Okay. Один из них был пассажиром, находившимся на борту самолета, который в тот момент готовился к посадке. Его внимание привлек таинственный яркий объект, появившийся под крылом самолета. Не медля ни секунды, он достал телефон и успел снять видео, запечатлев, как загадочный объект с невероятной скоростью проносится под самолетом, а потом исчезает в темноте. Спустя несколько часов после посадки парень все же решил поделиться видео в социальных сетях, благодаря чему пользователи сети смогли и сами увидеть это явление. На следующее утро местные СМИ уже активно обсуждали случившееся, проводя интервью и опрашивая свидетелей и экспертов. Появились сообщения, что светящиеся объекты подобного вида уже неоднократно замечались в этой области. Стало ясно, что этот случай не оставит никого равнодушным и станет еще одной загадкой, требующей разгадки. Несмотря на множество гипотез, точное объяснение явления оставалось неясным, оставляя простор для воображения и новых интерпретаций. На высоте 3000 футов, когда солнце только начинало окунать горизонт в теплые оттенки заката, пилот самолета неожиданно заметил что-то необычное. Вдалеке, сквозь прозрачные струи облаков, двигался объект. Казалось, он нарушал все известные законы физики. Уворачиваясь и меняя траекторию с поразительной точностью, таинственный объект маневрировал, как будто испытывал все свои возможности. Пилот, затаив дыхание, включил камеру, стараясь поймать невероятный объект на видео. Умело управляя самолетом, он старался максимально приблизить кадр. Объект, выделяясь серебристым мерцанием, продолжал свое гипнотизирующее представление, не обращая, казалось бы, никакого внимания на присутствие истребителя. Казалось, грани между возможным и фантазией стирались, оставляя лишь восхищение. Эта встреча, случайная и непредсказуемая, вынудила снова задуматься о том, насколько мало мы знаем о мире за пределами нашего понимания и сколько неизведанного еще ожидает впереди.
На борту рейса из Брисбена в Мельбурн произошло необычное событие, которое оставило пассажиров в недоумении. I don't think you have the facilities for that, big man. Кристин Эммануэль, находясь на борту самолета, заметила что-то странное за своим окном. Это был темный объект, парящий в небе на той же высоте, что и лайнер. Без лишних раздумий Кристин достала свой телефон и начала снимать происходящее на видео. Ее камера уловила странный объект, который колебался в воздухе, словно следя за своими земными наблюдателями. Пока остальные пассажиры были заняты отдыхом или просмотром фильмов, Кристин, не отрываясь, следила за НЛО. Однако загадка только начинала раскрываться. В мгновение ока объект ускорился и исчез за облаками. Пассажиры, находящиеся поблизости, были поражены этим. Ведь внезапно исчезнувший объект оставил множество вопросов. До сих пор это событие не имеет никакого логического объяснения, оставляя нам пищу для размышления. Летний полет из Сеула в Таиланд обещал быть обычным рутинным рейсом для Лукаса Кима, пока он не заметил загадочные огни за окном. 6 сверкающих объектов двигались стройным рядом, изменяя направление с плавной и почти нереальной легкостью. Удивленный Лукас достал свой телефон и начал снимать, не представляя, что вскоре станет частью жарких дебатов о природе увиденного. Видео быстро распространилось в соцсетях, порождая множество вопросов. Одни зрители, пытаясь придумать разумное объяснение происходящему, утверждали, что это просто отражение света на крыле самолета. Другие же настаивали, что это явное доказательство существования внеземных цивилизаций. Интерес общественности только разжигал обсуждение. Волна слухов и теорий мгновенно окутала, казалось бы, ничем не примечательный полет. Некоторые эксперты постарались объяснить объекты как атмосферные явления или отражения от города внизу, но каждый новый анализ приносил больше вопросов, чем ответов. Лукас, внезапно оказавшийся в центре внимания, сам до конца не знал, чему верить. Для него эта встреча навсегда останется таинственным моментом, прочно запечатленным в памяти, словно кадры из фантастического фильма, оказавшегося реальностью. А вот вам одно видео, снятое совсем недавно одним из пользователей интернета на одной из улиц в районе Сеула. Это был обычный день, когда парень, просто возвращаясь с работы, заметил что-то причудливое в небе. Поддавшись любопытству, он достал телефон и начал снимать загадочный белый объект, медленно перемещающийся в небесные просторы. На первый взгляд, он мог показаться чем-то совсем прозаическим, вроде воздушного парашюта или даже мыльного пузыря. Однако постепенные, почти незаметные изменения его формы и расцветки оставляли червоточинку сомнения в душах смотрящих. Видео быстро завирусилось, и вскоре тысячи зрителей ломали голову над его содержанием. Комментарии под ним были полны теорий и догадок. Одни верили, что это инопланетный корабль, другие настаивали на видеомонтаже. Скептики же склонялись к тому, что это просто весьма удачно запечатленный атмосферный феномен. Точных ответов нет, но этот фрагмент вызвал волны дискуссий и предположений, оставляя человечеству простор для воображения и веры в необъяснимое. Происшествие случилось, когда один из пассажиров самолета зафиксировал необъяснимое явление – странный объект, мерцающий в ночном небе над Испанией. На бездонном фоне, среди привычных звезд, он сверкал всеми цветами, напоминая загадочную призму, отражающую свет из неизвестного источника. Пассажир немедленно заснял происходящее на свой телефон, и вскоре кадры, наполненные удивлением и ни с чем не сравнимым потрясением, облетели интернет. Общественный интерес к необычному происшествию стремительно рос, а предположения о его природе варьировались от иллюзий и погодных условий до проявления инопланетного разума. Когда лайнер прибыл в аэропорт, наблюдать за этой ситуацией взялись представители местных властей и специалисты по исследованию неопознанных летающих объектов. Однако, был ли это настоящий визит из космоса или просто обман, вызванный светом и тенью, оставалось неясным. Ведь никто из профессионалов так и не дал ясных ответов. Может быть, это действительно было НЛО, и нам просто не хотят об этом сообщать. Тем не менее, инцидент спровоцировал волну любопытства и стремление разгадать таинственные явления, которые порой удивляют нас в небе. История началась в прохладное сентябрьское утро, когда местный житель из Линкольна, штат Нью-Гэмпшир, вышел из своего небольшого дома на окраине города. Взглянув на небо, он заметил нечто странное.
Блестящий дисковидный объект следовал за пассажирским самолетом с удивительной скоростью. Его недоверие быстро сменилось изумлением. Он схватил свой телефон и начал снимать, стараясь сохранить каждую деталь на видео. Объект двигался без каких-либо изменений в направлении или высоте, как будто притягивался самолетом. После нескольких минут непонятного преследования НЛО вдруг остановился, зависая на месте, и затем исчез из поля зрения быстрее, чем парень смог осознать происходящее. Он быстро отправился в интернет, делясь своим видео с сообществами любителей НЛО. Оно мгновенно стало вирусным, привлекая внимание как скептиков, так и верующих в существование внеземных цивилизаций. Остается загадкой, чем был этот таинственный объект. Но одно стало ясно. Жители Линкольна теперь имеют свою историю о наблюдении за подобными объектами. У каждого есть свое понимание произошедшего, но факт остается фактом. Небо все еще таит в себе множество загадок. В один из самых обычных дней парень, записавший этот ролик, прогуливался по парку, когда он внезапно заметил нечто необычное в небе. Сперва он посчитал это самолетом, но объект двигался слишком быстро и неожиданно менял направление. Он решил посмотреть, что это, используя свою камеру, и заодно записать все, чтобы показать друзьям. Просматривая запись, он увидел, как НЛО на мгновение замерло в воздухе, прежде чем исчезнуть с головокружительной скоростью. Волнение уступило место сомнению. Что это было? Загадочный гость из иного мира или обман зрения? Решив опубликовать свой ролик в интернете, он вызвал шквал комментариев. Многие посчитали, что это просто дрон или игра света, отказываясь верить в инопланетян, в то время как другие уверенно говорили о визите гостей с других планет. Споры разгорелись не на шутку, и каждый видел в записи свое. Это только подогрело интерес парня к теме необъяснимого, и он начал искать другие подобные истории, стремясь понять, где заканчиваются границы нашего понимания и начинаются тайны Вселенной. Наши небеса становятся ареной для множества загадочных явлений, вызывающих удивление и смятение. От таинственных объектов, нарушающих привычные законы физики, до бесчисленных теорий, поражающих наше воображение. Каждое такое наблюдение поднимает больше вопросов, чем ответов. Возможно, за этими событиями скрыто нечто большее, чем мы можем представить. Являются ли эти явления предзнаменованием новых открытий или всего лишь игрой света? Остается лишь гадать. Но одно ясно – тайны неба продолжают манить и вдохновлять. Друзья, а у меня для вас интересное предложение. Если вы любите интересные истории и можете увлекательно их рассказать, или, например, обладаете навыками видеомонтажа и можете озвучивать ролики на русском, английском и других языках, тогда вам точно понравится, ведь вы можете стать частью нашей команды. Пишите в нашего телеграм-бота, ссылка в описании. До скорых встреч!